Привет! Сегодня хочу показать вам ромпер. Это не боди. Посмотрите, как он смотрится сзади. Я вяжу на размеры 0,3 и 3,6 месяцев. Приятного просмотра! Первое, о чем я хочу поговорить, это, конечно же, пряжа. У меня будет пряжа Кроха. Обратите внимание, что у меня мотки из Fix Price, и они весят по 40 грамм. Пряжа из Троицка, Кроха, цвет 64, светлый лимон. Состав 20% мериносовой шерсти, 80% акрила. Я часто вяжу этой пряжи, она мне очень нравится. Пряжа очень бюджетная, но по качеству просто отлично. Никаких у меня узлов вообще, вот сколько я мотков, наверное, 20 я уже перевязала. Никогда у меня не было никаких ни узлов, ничего такого. Посмотрите, какие красивые, интересные детские цвета. Фикс прайс они уже закончились, поэтому по номеру цвета смотрите, выбирайте в магазинах. Я ссылочку на магазин Вязаный РФ оставлю, где я покупаю обычно пряжу. И хочу сказать всем спасибо, кто покупает по моей ссылочке. У меня уже там накопилось немного баллов, и в следующий раз я ими оплачу доставку. Давайте поговорим по весу. Сколько же нам понадобится пряжи? Ромпер у меня весит, это размер 3-6 месяцев. Если вы вяжете такой размер, берите на всякий случай 2 мотка, потому что, возможно, вам немного не хватит. Он весит 51 грамм, ну, конечно, с учетом там 2-3 грамма пуговицы, но все равно берите 2 мотка. Если чуть-чуть не хватит, возьмете от второго, допустим, там вот пуговицы пришивать, возможно, не хватит. Возможно, на вторую бретель не хватит пряжи. Пряжа очень бюджетная, поэтому сколько она стоит? 55 рублей стоит моток фикс прайс и 60, наверное, 65 стоит вот такой вот большой моток, который продается в других магазинах. По цене нет никакой выгоды покупать фикс прайс, просто туда привозят, и почему не взять? Почему не взять? На размер от 0 до 3 месяцев, наверное, все-таки 50 грамм хватит, поэтому на размер от 0 до 3 можете взять один моточек, вам хватит. А если у вас больше размер, то обязательно берите 2, тем более, если это будет 6-9 размер. Далее нам понадобится обязательно пуговички. Пуговки любые в тон подбирайте. Я, возможно, даже не это буду пришивать. Я просто положила, чтобы показать. Нам понадобится 6 пуговок. Вот. 2 по бокам у нас и 1 на лямочках. Я буду вязать на спицах 3,5 мм. А здесь какие рекомендации? Здесь по рекомендации, да, 3,5. Укороченные спицы вы можете, в принципе, вязать и на прямых. Также нам понадобятся маркеры для того, чтобы вот здесь отделять, чтобы мы не считали петли, а чтобы просто поставили маркеры и знали, где делать прибавки, где делать убавки. Также нам обязательно понадобится иголка и ножницы. Так, вот мои расчеты. Я сделала расчеты на размеры 0, 3, 3, 6 и 6, 9 месяцев. На 9-12 вы просто, видите, увеличиваете на 4 петли. То же самое, если у вас более толстая пряжа, вы уменьшаете количество петель. Давайте поговорим о том, если у вас другая пряжа. Я понимаю, что не все люди это умеют делать. Сейчас я быстренько вам объясню. Смотрите, у нас получается ориентировочный метраж 270 метров в 100 граммах. Ну так мы считаем, да, обычно. Если у вас метраж 260 метров на 100 грамм, это будет в 50-граммовых мотках 130 метров, 140 метров. Ничего не меняем, вяжем все то же самое, потому что отличие в размере будет, ну, очень минимальное. Но если у вас пряжа намного тоньше, допустим, это вот Cotton Gold, да, у него метраж 330 метров на 100 грамм. Мы берем спицы меньшего размера, вяжем образец. У меня плотность получилась 1,7, там, скорее всего, плотность будет уже примерно 2 петли в сантиметре. Естественно, на меньший размер нам придется набирать большее количество петель. Допустим, если мы из крохи на размер 0,3 мы собираем 53 петли, из Cotton Gold нам уже придется набрать 61 петлю. Ну, я примерно говорю, да, в зависимости от вашей плотности вязания, как вы вяжете. Так, все понятно объяснила. Если у нас более тонкая пряжа, мы уменьшаем размер спиц и увеличиваем количество петель. Если у нас более толстая пряжа, мы уменьшаем количество петель. Допустим, она будет даже в обратную сторону сделать расчеты. Отнять 4 петли для того, чтобы связать маленький размер. Если у вас пряжа, допустим, 200-220 метров на 100 грамм, вам надо будет отнимать. Смотрите, если у вас 240 метров, вы набираете 240 метров 100 грамм на размер от 0 до 3, вы наберете 49 петель. Если у вас там уже 170 метров на 100 грамм, вы набираете уже сколько там получается? 53 минус 8, 45 петелек. Ну и вот так вот вы считаете, да? Минус 4 петли на размер.
Поэтому вы свяжите образец, посчитайте свою плотность. Еще раз скажу, что если у нас тонкая пряжа, мы уменьшаем размер спиц и увеличиваем количество петель. Если у нас более толстая пряжа, мы увеличиваем спицы и уменьшаем количество петель. Давайте начнем набор. Я буду вязать размер 0,3 месяца, то есть я буду набирать 53 петли. Резиночка у нас 1 на 1, поэтому у нас должно быть нечетное количество петель для того, чтобы резиночка у нас получилась красивая. Набираем обычным набором. Мы начинаем сейчас вязать спинку. Этот боди, ромбер, правильно сказать, у нас вяжется цельным полотном. Отдельно у нас просто потом будут ввязываться наши, как они называются правильно, забыла, вот эти штучки сзади. Вот эти штучки у нас потом будут вязаться отдельно. Мы начинаем со спинки. Для того, чтобы потом не закрывать резинку, а просто закрыть, там у нас будет платочная вязка закрываться, для того, чтобы не париться с закрытием резинки. Она будет достаточно эластичная и будет хорошо смотреться, если мы начнем вязать со спинки. Поэтому мы набираем 53 петли. Вы на свои размеры берете уже другое количество петель и набираем обычным самым набором. Так, петельки я набрала. Сейчас я вам хочу показать, какую часть мы будем вязать, чтобы у вас не было никаких вопросов сейчас. Сейчас я открою этот ромпер, который у меня уже связан. Так, мы вяжем вот эту вот часть, резинку и вот эту широкую часть. Сейчас мы будем вязать на этих 53 петлях. Если вы будете самостоятельно делать расчеты, вот эта часть, она должна быть не половина от обхвата животика, а 2/3 от обхвата животика. Видите, она будет закрывать животик, и сверху уже будет идти у нас вот эта часть. Вы меня поняли, да? Это не половина от обхвата животика, это 2/3 от обхвата животика получается. Так, у нас резинка 1 на 1. Сейчас мы будем с вами в изнаночном ряду. Лицевые ряды у нас будут четными. И мы вяжем 10 рядов. Получается, 10-й ряд у нас четный. И в нечетном у нас будет уже изменение. Мы вяжем. Первая петля у нас обязательно всегда изнаночная в изнаночном ряду. Для того, чтобы в лицевом ряду она у нас стала лицевой. Вяжем обычную резинку 1 на 1. В этом ромпере я не делала расчеты на резинку 2 на 2. Я уже буду вязать другой ромпер. И в нем я сделаю уже резинку 2 на 2. Поэтому об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Вяжем резинку 1 на 1, 10 рядов. И встречаемся с вами в изнаночном 11 ряду. Так, в конце ряда у нас опять же изнаночная петелечка. И все кромочные мы провязываем изнаночными. Если у вас вы по-другому вяжете кромочные, вяжите как вам нравится, потому что я знаю, что много вариантов их вязать. Я вяжу так вот классически. Мы выходим в лицевой ряд. Такой классный цвет, мне он так нравится, прям вообще. Жалко, мало взяла, вот этого надо было побольше цвета взять. У нас 11 ряд. И мы начинаем формировать нашу кромочку. У нас будет кромочка из платочной вязки. Мы вяжем. У нас сейчас изнаночный ряд, мы вяжем 4 петли лицевыми. Их мы будем вязать лицевыми во всех последующих рядах. Оставшиеся петли мы вяжем изнаночными. И в конце ряда мы также будем вязать 4 лицевые и кромочную. Так, вот мы провязываем последние 4 лицевыми. В лицевом ряду мы вяжем все петли лицевыми. Это у нас был первый ряд из 16. В других размерах 18 и 20 рядов. Да? Мы еще будем вязать попку. Вот эту широкую часть, верхнюю. Так, нам надо будет связать вот в этой части полосочку такую, да, для перехода в убавки. Перед тем, как мы закроем 8 петель. В случае, если у нас было набрано 57 петель, мы это делаем в 13 ряду. Мы начинаем делать. Ну и мы встретимся с вами в 13 ряду. Сейчас это будет 11 ряд. Если у вас 61 петля, это будет 15 ряд. Значит, сейчас мы с вами просто
Продолжаем вязать в лицевом ряду все петли лицевые. Это у нас сейчас второй ряд. В изнаночном мы продолжаем вязать 4 в начале, 4 в конце платочной вязкой. И встретимся с вами в 11 ряду. То есть всего это будет 21 ряд. Вяжем. У нас сейчас 11 ряд, и нам сейчас нужно будет немножечко здесь поменять. Мы провязываем, снимаем первую, и вместе с ней у нас должно быть теперь 13 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 12 и 13. То есть, когда мы закроем 8 петель, у нас вот так останется здесь 4 лицевые и кромочная. Вот эти 2, 4, 6, 8 мы закроем. Потом и у нас должно остаться еще 4. То есть мы сразу же начинаем вот этот переход делать. В конце ряда мы делаем то же самое. Давайте сейчас я довяжу и покажу вам. Так, вот у нас 13 петель, и мы все, кроме последней кромочной, провязываем лицевыми. Таким образом нам надо будет провязать, чтобы у нас было 3 полосочки, то есть 5 рядов. В 16 ряду мы уже будем закрывать 8 петелек, провяжем еще один изнаночный ряд и уже будем делать убавки. Вот так вот это смотрится. То есть вяжем 15 рядов, всего должно быть у нас вот в этой части, всего 25. Я их вяжу все теперь лицевыми. Можно поставить маркеры, чтобы не путаться. Ну, в принципе, их так будет видно, эти петли. 26 ряд, и нам нужно будет закрыть 8 петелек. Мы просто провязываем так вот. Я, наверное, неправильно сказала. Все-таки мы будем не 16, а 17. Изнаночный ряд-то тоже считается. Ну, давайте я потом перепишу там у себя 17, 19 и 21 ряд. Изнаночный же тоже считается. Я это к чему сейчас? К тому, что мы провязываем, вот у меня записи, и после этого мы закрываем. Нет, мы провязываем 16, в 16 ряду мы закрываем, и 17 еще провязываем перед тем, как будем делать убавки. Надеюсь, все поняли. Я закрыла сколько? 3 петли. Просто 2 вместе и за заднюю стенку. 2 вместе и за заднюю стенку. У нас должны остаться только вот эти 4 петли. Так. Все, последнее. Все, теперь вот эта петля будет у нас кромочной. Мы далее провязываем петли. Провязываем 4 петли из второго вот этого вот. И будем закрывать еще 8. Так, мы провязываем первая, вторая, третья, четвертая. И вот это у нас остается кромочная. Мы ее тоже провязываем. Так, все правильно, 8. И закрываем 2 вместе за заднюю стенку. Здесь подтянем для того, чтобы потом не было никаких проблем. Возвращаем 2 вместе за заднюю стенку. Возвращаем 2 вместе за заднюю стенку. И сейчас мы здесь отрежем нить. 2 вместе за заднюю, 2 вместе за заднюю. Ни крючком, здесь никакие другие варианты не нужны. Обе половинки должны быть закрыты одинаково. Все, сейчас мы отрезаем нить просто. Вот так сейчас у нас выглядит все. Вот это мы закрыли. Потом здесь уберете ниточку. Ничего страшного в этом нет. Она там все легко убирается. И у нас сейчас изнаночный ряд. Видите, у нас осталось также 4 петли. У нас получится, сейчас мы вяжем всего 27 ряд. Не считая резинки, это у нас 17 ряд. Берем и начинаем. Также мы первую петлю мы снимем, потом там ниточка. Потому что она уже здесь провязана, и нам нужно снять. Вяжем лицевыми 4 петли. 3, 4, изнаночный. И в следующем ряду у нас будут уже первые убавки.
Эти 4 петли мы всегда вяжем лицевыми. Это у нас, видите, все здесь у нас хорошо будет смотреться, все будет нормально. Так, и у нас первый ряд убавок. Сейчас можем уже сбросить свои счетчики. От этого у нас место будут считаться убавки. В принципе, я ряды здесь никогда не считаю, потому что их всегда получается одинаково. Мы просто будем делать убавки в лицевых рядах. Как мы их делаем? Давайте покажу. Есть несколько вариантов. Если вы хотите, чтобы четко шла косичка вот здесь, сейчас покажу, как будем делать. Тогда мы будем, чтобы четко шла косичка, мы делаем вот так, убавку влево. Но так как мне не нужна здесь косичка, мне наоборот, чтобы ее не было, я буду делать убавку вправо. Еще раз показываю. 2 вместе за правые стенки. Это у нас убавка вправо. Довязываем, оставляя 2 петли. Я вам покажу, как мы будем делать убавку в конце ряда. В изнаночных рядах мы никаких убавок не делаем. Убавлять мы будем во всех случаях до 15 петель. И теперь в конце ряда мы делаем убавку влево. И до конца ряда. Так. И еще раз повторюсь, что мы здесь мы это потом все подтянем, все это. Вот эта веревочка все здесь уберется, не переживайте об этом. Я еще разок покажу, как делать убавочки. Такой красивый цвет, мне так нравится. Он вроде такой и яркий, и красивый, но не такой, как вот есть лимон неоновый у Пихорки. Тот он некрасивый для меня лично. И мы так провязали 4 петли, разворачиваем и за правые дужки 2 вместе лицевой. Вот так вот с наклоном вправо. Вяжем до конца ряда и делаем убавку влево. Так, вторая убавка, она у нас идет влево. Вот так вот они будут идти. Убавки не слишком заметные. Просто мне не очень нравится, когда вот именно косичка по убавкам идет. Это не тот вариант, где это будет смотреться красиво. Также вы можете полностью вязать все эти, весь этот ромпер платочной вязкой, но тогда будет у вас размер меньше, потому что платочная вязка она стягивает. Вот так это все сейчас смотрится. Так, понятно? Да, вот так вот сейчас все смотрится. Вяжем до 15 петелек. Вяжем, делаем последнюю убавку, провязываем изнаночный ряд и встречаемся в лицевом. Так, вот так выглядит уже полностью готовая задняя часть. Вяжется все очень быстро. Если не снимать, то вообще прям очень быстро. И сейчас нам нужно будет провязать 8 рядов. Это будет у нас переход между передней и задней частью. Между ножками, часть, которая будет у ребеночка. Просто провязываем все то же самое, только без изменений. Ну, как мы вот в этой части вязали вверх, и все то же самое. 8 рядов. Чтобы не считать, я делаю так. Я вот здесь вот вешаю маркер. Вот мы только что провязали ряд. И сейчас я маркер возьму и повешу. 8 рядов. И дальше мы начнем уже делать переднюю часть. Вот так вот. Вот мы связали среднюю часть. И теперь у нас прибавки. Прибавлять мы будем до 31 петли. Прибавляется все очень просто. Я вам показываю прибавки, которые лучше всего будут смотреться. Вы, если вам сложно такие делать, делайте другие. Вяжем мы 4 наши петельки. И вот отсюда, вот нижняя петелька, у нас душечка нижняя. И мы ее аккуратненько так приподнимаем и провязываем. Вот теперь у нас из одной петельки стало 2. Вяжем до конца ряда, провязываем до конца ряда до 4. И вот теперь отсюда, там мы подняли правую, а тут мы поднимем левую. И провязали, видите? Вот у нас одна прибавка, вот у нас вторая прибавка. В изнаночном ряду они провязываются как обычно, там не надо ничего не скрещивать, ничего, они уже как обычные петли смотрятся, вот. Их даже и не сильно заметно, эти прибавки. Так, давайте с вами провяжем и прибавляем. Я буду прибавлять до 31, 33 и 35 петель.
в других случаях. Вот она прибавка, провязали. Дырок здесь никаких не будет. Накидами здесь кто болит? Зуб. Сладкого наелся. Так, до конца ряда провязали. Давайте еще раз вам покажу, как делать прибавку. Так. Снимаем, провязываем 4 лицевыми. И опять из нижней мы достаем правую дужку. Провязали. Видите, она будет так аккуратно смотреться. Идти тут как полосочка вот такой будет прибавка идти. И со второй стороны. И нижнюю. Вот так вот. Все, видите, все красиво, все просто. Вяжем дальше до 31, 33, 35 петель. Так, я провязала увеличение передней части. Вот так это все смотрится. Видите, здесь такая вот аккуратная идет полосочка. И смотрится все очень красиво. Сейчас мы с вами сбрасываем все свои счетчики. У нас сейчас пойдет уже абсолютно другой счет. Нам нужно сейчас будет провязать 26 рядов. У нас лицевые ряды будут нечетными, а изнаночные четными. Так что считаем так. В 5 и в 19 ряду мы будем делать отверстия для пуговиц. Поэтому сейчас мы провязываем. У нас сейчас никаких увеличений, ничего не будет. Нам нужно просто провязать 26 рядов и сделать 2 отверстия под пуговицы. В случае, если у вас 28 рядов, мы делаем в 7 и в 21 отверстие под пуговицу. Ну и под свои размеры вы также можете равномерно распределить. Вот мы провязали. Для того, чтобы не считать ряды, мы уже маркер отсюда убираем и вешаем его вот сюда. Это у нас первый ряд из 26. Вяжем самостоятельно до 5 ряда, то есть 4 ряда провязываем, и в 5 ряду будем делать отверстия под пуговки. Так, вот у нас 5 ряд, и нам нужно сделать первое отверстие под пуговки. На ваш вкус, хотите 3 пуговки, можете сделать 3 пуговки. Я сделаю 2, я уже вязала, поэтому мне показалось, что здесь будет нормально 2, в принципе. Потому что он будет все равно на бретелях, он будет хорошо держаться. Провязываем 2 петли, делаем накид и провязываем 2 вместе. Вот так вот. Вяжем до конца, не до конца ряда, а до... Здесь мы тоже провязываем сразу же 2 петли вместе. Делаем накид и провязываем оставшиеся петелечки. Вот и готово наше первое отверстие. Разворачиваем работу и покажу вам, как мы будем их провязывать. Во-первых, первое, самое главное, мы должны их провязать в любом случае лицевыми, потому что они должны с лицевой стороны стать изнаночными. Просто вот провязываем у нас накид, и я его провязываю лицевой. То же самое со вторым накидом. И теперь в 19 ряду мы сделаем то же самое. Так, 19 ряд передней части. Так, вот сейчас у нас выглядит. Это получается часть, которая закрывает уже животик. Мы опять делаем прорези под пуговки. Так же, как и делали их в первый раз. 2 провязываем, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Довязываем до конца ряда и делаем второе отверстие. Далее нам останется только довязать до 26 ряда. 26 ряд это у нас изнаночный. В 27 ряду уже мы опять сбросим счетчик, и мы начнем вязать верхнюю часть ромпера. Так, давайте я вам покажу, как у нас на данный момент выглядит наша деталь. Там видно вот так вот. Низ, переход, и вот уже мы переходим на убавочки. Убавки мы, блин, колени хрустят. Бывает. Убавки будем делать в каждом втором лицевом ряду. То есть мы с вами переходим к убавкам, провязываем 4 лицевых. Сейчас нам нужно будет развернуть петельки.
В начале ряда мы будем провязывать убавку вправо. В конце ряда у нас будет убавка влево. Так же, как мы делали, когда убавляли на попке, на шее петельки. Убавки мы будем делать в каждом втором лицевом ряду. То есть мы провязываем убавку, изнаночный, лицевой. И получается уже в четвертом ряду мы будем делать следующую убавку. Сейчас до конца довяжу и покажу вам. Мы убавляем, сейчас скажу до скольки. Получается 19, 21 и 23. Ну, количество петель, да, до которого нам надо убавить. Чуть не провязала. И убавка влево у нас. В этом случае мы будем убавлять до 19 петелек. Не до 15, до 19. Сейчас покажу вам, как это будет смотреться, чтобы вы понимали. Вот так вот будут смотреться эти убавки. Здесь у меня до 21 петли убавлено. Вот. Видите, их видно. Все убавляем. Ничего сложного здесь нет. Посмотрите, сколько у меня осталось пряжи. Так, сейчас у нас убавочка последняя. И мы сразу же будем переходить на вязание платочной вязки и дырочки под пуговицу будем делать. Опять же, ну я сейчас, у меня второй клубок, у меня 40-граммовые мотки, поэтому у меня и закончилось. Если у вас 50-граммовые, у вас все будет нормально. Так, мы делаем убавочки последнюю. У нас остается в средней части 9 петель. Так, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и вот она, 9. Следующий ряд мы сразу же начинаем вязать весь лицевыми петлями. Связала 6 рядов, и сейчас мы будем делать отверстие под пуговицы. Я беру второй клубочек, так как мой у меня уже все закончился. И этот ряд мы начнем вязать сразу же от нового клубка. Кромочную мы снимаем, провязываем первую, вторую. Так, давайте провяжем третью еще и четвертую, чтобы у нас ближе к центру были. Нет, 3 петли и отверстие. По 3 хватит, нормально. Вяжем, оставляя петли. Сейчас опять петель нужно оставить. 3, 2 вместе с наклоном вправо, накид и оставшиеся петли, чтобы ближе к центру была дырочка. Тут у нас получается она прям с края, а здесь мы ее чуть ближе к центру сместили, буквально на 1 петлю. Довязываем, сейчас был 6 у нас, до 9 ряда довязываем и закрываем уже все. Остается только сделать нам бретельки. Теперь нам остается только закрыть петельки. Дальше мы будем формировать бретели. Вообще вот эта часть одинаково вяжется на всех размерах. Без разницы, какое у вас здесь количество петель. Больше, меньше. Вяжется одинаково. Бретели также будут вязать... так, я же закрываю петли. Что я начинаю делать? 2 вместе возвращаем. 2 вместе за заднюю стенку возвращаем. И таким образом закрываем до конца. Жалко, что не хватило совсем чуть-чуть, да, вот. Пришлось менять ниточку. Ну, ничего страшного. Если у вас размер боди, ромпера больше, то у вас закончится нитка еще раньше. Вот у меня так получилось. Все, закрываем до конца таким образом. И будем уже формировать бретель. С двух сторон я выделила по 14 петель и в 15 поставила маркеры. И теперь отсюда мы будем в центр набирать петли. Нам понадобится сейчас крючок. Я не говорю, что нам он понадобится, но вот сейчас он нам понадобился. И мы будем набирать вот отсюда петельки из наборного края. Первая. Так вот из изнаночной, из лицевой, из изнаночной 8 петелек. Во всех размерах мы набираем 8 петелек. 5, 6, 7,
8. Вторую бретель нам надо будет набирать в этом же направлении. Сколько нам вязать? Я буду вязать 60 рядов платочной вязкой. В других размерах 64, 68. Берите шаг вот так вот в 4 ряда. Мои 8 петелек. Сильно не буду на этом заострять свое внимание. Все вяжется очень просто. Мы просто по кругу будем вязать. Не по кругу, а обратно поворотными рядами будем вязать эти 8 петелек. 60 рядов. Считая вот этот, который мы сейчас набрали. Это тоже будет считаться рядом. Ну, это первый ряд. Он наборный, но он все равно считается. Развернули работу. Если у вас есть чулочные спицы, вяжите на чулочных. Но здесь это не так, что прям принципиально. Просто у меня, я не люблю свои чулочные 3,5 миллиметра, а уменьшать размер не хочу. Таким образом вяжем высоту 60 рядов. Кадром я уже закончила вязать. Так смотрится сзади у нас все. Все красивенько, аккуратненько. Мне кажется, это идеальная ширина для бретели. Посмотрите, и на большом, и на маленьком размере я сделала одинаковые. Давайте их сравним. Такая вот разница. Видите, я их вместе внизу положила. И насколько коричневый больше. Если вам удобнее измерять в размерах обычных, это 56-62, это 68-74. Вот как вот обычная стандартная детская одежда продается в магазинах. Это такие размеры получается. Расход 47 грамм и 51 грамм. В принципе, мне нравятся оба. Желтый вообще такой классный, яркий цвет. Надо было брать больше. Но уже что есть. Всем спасибо за просмотр и всем пока.